Новички часто не знают о существовании этой проблемы. А когда осознают, становится слишком поздно, и бороться с этим значительно сложнее. Проще всего не допустить эту проблему с самого начала. Привет, и сегодня я расскажу, как я боролся с такой проблемой, как аптазия в морском аквариуме, на примере своего 60-литрового миника. Дома у меня был 400-литровый риф. Также были морские аквариумы клиентов больших объемов. С этой проблемой знаком более чем достаточно. Чаще всего аптазии появляются с живыми камнями или новыми кораллами. Вы купили новый коральчик, этот коральчик на какой-то плашечке, камешке, и там скрывается эта зараза. Часто она такая мелкая, что ее, если ты не знаешь, что искать, ее просто можно не увидеть и принести в свой аквариум. И даже одна такая незамеченная особь может привести к тому, что аквариум зарастет вот этой гадостью от и до. Кстати, неправильное кормление аквариума, когда вы насыпаете слишком много корма, если вы сыпете сухой неправильный корм, если вы добавляете замороженный корм, этот корм не съедает рыба вовремя, и вот это вот все становится отличнейшим подспорьем для того, чтобы ваша аптазия из одной маленькой незаметной козявки превратилась в поля вот этого токсичного серого говнища. Извините. Какие методы борьбы существуют, расскажу на личном опыте. То, что я практиковал, и то, что имею какие-то результаты. Аптазию могут есть рыбки, это хелмоны всеми любимые, и акрихты. Акрихты такая невзрачная, такая рогатая штука, которая кушает тоже аптазии. Но нюанс в том, что некоторые хелмоны будут есть аптазии, а некоторые не будут хотеть. Акрихты то же самое. Тут как повезет. В случае, если рыбка ест аптазии, она их только щипает, отрывает куски, но полностью не зачищает. И в результате их становится еще больше. Такой опыт у меня был с акрихтом, который как бы вроде бы все подчистил, но как только я его забрал, аптазии стало намного больше, потому что он их как рассеял во всех щелочек и всех дырочек полезли маленькие такие полями аптазии. Есть еще креветки. Это вурдемани, кукентали. Креветки, которые тоже едят аптазии. Но так же, как и с рыбками, одна креветка будет есть, вторая не будет есть. На мой взгляд, лучше всего содержать и рыбок, и креветок. То есть то, что не доели рыбки, почистят креветки. Но опять же таки, есть вторая сторона медали. Все эти креветки могут кушать ваши кораллы. Собственно, как и рыбки. На моем опыте креветки ели очень красивые, очень дорогие, которые мне очень нравились, анимоны РФА. Спросите, а как же бергия? Этот чудеснейший голожаберный моллюск, который уничтожает аптазии просто вот так вот, как газонокосилка. На собственном опыте я их пробовал только в клиентском аквариуме. Мы выпустили группу этих бергий в аквариум, и все, и больше мы их не видели. На самом деле очень нюансная штука, как я слышал, подходит только для небольших наноаквариумов, там где все очень компактно, там они как-то вот работают. В больших системах их надо, наверное, сотни штук, чтобы дал какой-то результат. Но опыта такого не имею, очень хочу услышать ваш опыт, пожалуйста, пишите в комментариях. И еще такой нюанс, бергии могут кушать некоторые креветки, поедать могут некоторые креветки, такие как те же самые листматы доктор, боксеры и губаны, их любят кушать. Также рабочий вариант – это химический, скажем так, способ. Продают разные средства. Вы набираете в шприц некую жидкость, льете на аптазию, и она умирает. Да, это все работает, но здесь нужно понимать, что это вы должны делать сами, это нужно заниматься этим систематично. И тогда вы можете убить сами всех аптазий. Но иногда они растут и живут в очень неудобных местах, сзади рифа, под камнями, и вы достать шприцом не сможете. Как же я поборолся вот в этом аквариуме с аптазиями в ноль? Вот так вот ни одной нету. Купил в интернете порошок гидроксид кальция, размешал его с водой, такую вот густую, как паст, и убил всех аптазий, одну за одной. Но в чем нюанс? У меня аквариум небольшой, все кораллы растут на каких-то камешках, на каких-то плашках, которые я могу достать из аквариума, покрутить, посмотреть и изучить. Сразу, когда я посадил кораллы, я их не видел, они были очень маленькие, жили в щелочках, их просто не было, потому что я знаю на опыте и пересматривал. Через какой-то месяц-два я увидел, что у меня есть аптазии, я купил себе этот порошочек, размешал, и вот таким вот образом простым я их уничтожил. Вреда аквариуму никакого нет. Порошочек этот может храниться долго-долго. Периодически, время от времени я пересматриваю камешки, где было, но ни одной аптазии нету.
Что и вам советую. Если у вас небольшой аквариум, если вы можете достать камни и посмотреть со всех сторон, то самый простой способ, надежный, убрать айптази таким незамысловатым способом. Всем здоровья, пока-пока.